Я просила латте макиато, он сказал нет. Так, я прячусь. Одна часть высоко сверху, другая совсем низко. Твоя формула счастья в дороге. Полный бак или пустой туалет? Google навигатор оставляет желать лучшего. Закат на Атлантике. Такой кофе вкуснее, чем кофе, который пьешь дома. Ну, здрасте! Привет! Всем доброе утро. Парковочка здесь пополняется автодомами. Сейчас идем завтракать и выдвигаемся в самую западную точку Европы или Португалии. Ты же рад? Что поеду в Ленинград. Нету разнообразия. А я хотела, почему? Стоп, я думала, яичница глянула, это завтрак. Это обед. А это у них обед. Не дали нам, короче. Ну вот это франкизинья, 21 евро. Да, наверное. Так, ты дешевле брал там в ресторане. Было, по-моему, или 17, или 19, что-то такое. Возможно, но она мне не понравилась. Так, наш завтрак. Какой просила, такой дали. Я просила латте макиато, он сказал нет. Сейчас попрошу другой еще. Ну давай, я это тема, это что здесь пить-то? Это твой с молоком. Давай, приятного аппетита. Так, перекусили. Напился Я хочу большую кофе чашку. Я огромного хочу такую. размера. Наталья не хватило, но побежала за большой чашкой кофе. Так, я прячусь. Спасибо. Капучино нет, латте макиато нет. Уже ткнула какой стакан. Ну только кофемиль. Катастрофа с этими португальцами. Поедем в Испанию. Кофеманка. Кофеманка, я не хочу в автодоме это начинать все делать, мы терять время будем. Да. О, другое дело много. Заправляемся, все сложились, сливаемся, заливаемся чистой водой. И дальше в путь. Куда мы едем? Я уже говорил. Сколько стоит здесь солярка? Ведь Это евро 49. заправляемся и выдвигаемся дальше. Будьте с нами, мы будем рады. Ведь насколько ты заправился? 40 литров на 60 евро. Отлично, поехали. Португалия нам очень понравилась. Порто – красивый город, но хочется немножко побыть на природе. И поэтому мы едем в сторону океана. Полюбуемся его просторами и его красотой. Решили сэкономить время и едем по платным дорогам. Поехали с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Мы обязательно ответим. Сейчас будем оплачивать часть дороги. Посмотрим, сколько это выйдет у нас. Obrigado, bom dia. Сколько ведь вышло? 7 евро. Нормально. Сделали платежный терминал для грузовых и для легковых, а для мобилей совсем не предназначены. Тяжело дотягиваться. Одна часть высоко сверху, другая совсем низко. И не дотягиваешься ни до одной, ни до другой. Тут либо что-то среднее надо, либо руки длинные. А у меня, наверное, короткие. Нормальные у тебя руки, это они сделали, что попало. Вить, тебе нравится путешествовать? Очень. Ну тогда для тебя несколько вопросиков есть. Это блиц-опрос,
отвечать быстро, думать немного, недолго. Итак, поехали. Готов? Нет. Значит, без подготовки. Первое. Что самое главное в твоем автодоме, без чего бы ты не поехал бы? Колеса, Еще. жена. Мне нравится твой второй ответ. Поехали дальше. Ночевка. Кемпинг или дикое место? Дикое место. Третий вопрос. В какую страну или регион ты мечтаешь поехать? Да уже, по-моему, не мечтаю, мне все равно. Я еду, куда глаза глядят. Ладно, зачет. Дальше. Топ-3 вещи, которые всегда с тобой в дороге. Первое, что приходит на ум. Вода, Раз, еда, два, ну и кровать. 3. Окей. Музыка или тишина за рулем? Скорее тишина. Шестой вопрос. Что чаще встречается в дороге? Красивые виды или платные дороги? Скорее красивые виды. Седьмой вопрос. Кемпинг. Душ или розетка? Что для тебя важнее? Душ у нас есть свой, тогда розетка. Поехали дальше. Твоя формула счастья в дороге. Полный бак или пустой туалет? Сложный вопрос. Легкий вопрос. Сложный вопрос. Выбирай. Я сказала, это быстрые ответы должны Хорошо, быть. тогда полный бак. Хорошо. Какая была у тебя самая необычная стоянка, где ты ночевал? Что первое приходит в голову? Понятно, что мы их выбираем, стараемся выбирать нам подходящие для нас. В горах в Норвегии со снегом. Угу. Мне тоже понравилось там. И один серьезный вопрос. Дай один совет новичкам в автодомных путешествиях. Вот самый важный для тебя. Заправляйтесь вовремя, следите за давлением в шинах и вовремя опустошайте туалетную кассету. Ну вот. Несложно было, правда? А на провокационный вопрос я не отвечаю. Ну, это чтобы не было скучно Хорошо. в дороге. Едем дальше. Скажу по секрету, Витя просил меня прочитать вопросы перед моим анкетированием. Но я была стойкая, кремень, и не согласилась. Я сказала, что так будет интереснее. Кстати, если вы не видели наш ролик о том, как мы стояли в заснеженных норвежских горах, посмотрите обязательно. У нас небольшая пауза, остановочка. А так как мы в Португалии, мы перекусим национальными такими пирожными. Называется паштель де ната. Они из хрустящего слоеного теста с заварным кремом из желтков. И часто их еще корицей присыпают. Португальцы, говорят, такое обожают на завтрак. Но у нас не завтрак, но перекус такой вкусный. Едем в сторону Лиссабона, но в этот город мы заезжать не будем. Мы решили встретить закат на берегу океана, а утром выпить чашечку горячего кофе под шум океанской волны. Океан, песчаные дюны. Ищем нашу парковку. Ой, даже дорогу замело немножко. Как у нас когда-то снегом, а здесь песком. Волны большие. Планеров сколько. На лодках. Круто. Люди отдыхают. Даже купаются. Надеюсь, мы найдем где-то парковочку. Около такого красивого места. Какие волны. Вода блестит чистая. Маяк. Пытаемся найти себе местечко с
красивым видом на океан. Это не залив, это открытый океан, как и Порто был. Надеемся, постоим здесь. Google навигатор оставляет желать лучшего. Выставил дорогу на самую западную точку Португалии или Европы, но он нас привел намного южнее, так что мы немножко промахнулись. Ну, мы сейчас поедем же дальше. Наверное. Немножко постоим. Тут тоже очень красиво. Нам так здесь понравилось, что мы решили никуда не ехать. Мы остались на этом месте. Непонятное сооружение. Закат на Атлантике. Горизонт немножко затянуло. Появились соседи. Всем доброе утро. Сегодня проснулись с вот таким вот видом. Вон там выглядит вот так. Сейчас горы тучами были сильнее закрыты. Пока я вышел, Наталья Николаевна делает себе кофе, чтобы выпить на берегу океана. А омлет будешь? И омлетик поедим. Да. Сейчас будем завтракать с таким красивым видом. В горах были. Около водопада ночевали шумного. И вот сейчас берег океана открытого. Здорово. Классно. Мне нравится! А тебе ведь. Глянь, как красиво Мне тоже. волны брызгают. Утренняя чашка кофе на берегу океана. Последний глоток лета. Прекрасно. Такой кофе вкуснее, чем кофе, который пьешь дома за столом, в привычной обстановке. Вкусно. Ох уж эти красивые мосты и мостики. Здесь поселок какой-то или город. Широкая река. Но разве дорога это не класс? Дорога это путешествие. Узнаем мир, расширяем кругозор, любуемся. Поездка это наслаждение. Едем в сторону Марбельи. За бортом 37 градусов. Все желтое вокруг, выгорело от солнца. Зелени почти нет. Въехали на очередной высокий мост, он еще строится, и движение все равно есть. То ли ввысь достраивают, то ли в ширину, то ли реставрируют. Мы хотим купить какой-то из этих салатов, не поймем, что с чем. Сейчас попробуем, поймем, что мы возьмем хоть. Какой-то русин салат. Посмотрим, узнаем. Угу. Potatoes, carrot, tuna, mayonnaise. Typical. Мгм. From here. Ну, здесь больше картошки. Я не знаю. Я, наверное, буду вот этот салат, да? Вот это. Rice, this? Я, да. А ты какой хочешь? Хлеб? Yeah, it's okay. Or Окей. or broad.
Брод. Хоть что-то. Хоть что-то поняли. Вот тут уже хоть танцевать надо, наверное, чтобы понятно было. Так, идите на кола. Это нам, я так понимаю, да? Угу. Пойдем, я поставлю, наверное. Итак, 2 шарика русского салата и столько же немецкого салата. 1 баночка колы и чашка кофе нам обошлась в 9,40 в этом придорожном кафе. Не голодные, едем дальше. Пойдет. По дороге встречаются бесконечные плантации оливок, оливковых деревьев, вернее, с обоих сторон. Полетел показать вам, насколько здесь красиво. Всюду оливковые деревья, они всюду. На протяжении всего пути их так много. Не знаю, сколько гектаров. Свободных мест, свободных участков почти нет. Все в оливковых деревьях. Это район Андалусии. Взрослые деревья, молодые саженцы. Их настолько много. И смотрится очень симпатично. Тонны оливок соберут, обработают и отправят по всему миру. Тут желательно не ставить, конечно. Сейчас скажешь нам. Я отсюда не вылезу. Да ладно, прям. Ну, можно, конечно. если я в обычно тапках, блин. заехать там, Я в ну, тапках. это, чтобы потом утром переставить. Ну, здрасте. Привет. Посмотрим, подожди. Давай, Вить. сейчас я перебуюсь, Щас я ведь я посмотрю, с той где стороны обуюсь. Поставить еще можно. Как тебе, лучше здесь поставить или где скажешь? А где твой дом? Вот он здесь. Угу. Приехали к брату в гости. Добрались. Мы в Марбелье. Я у тебя еще завтра интервью возьму. Да, будешь у нас звездой Ютуба. Ну давай, Вить. Большой сильно. Пыляк развезло, да? Запарковались вот с дороги. И Ты дальше точку поставь, куда тебе поедем. завтра идти. Давайте присаживайтесь.